Эта история произошла, когда я был еще ребенком, лет 5 или 6. Сейчас уже не припомнишь. Да и вообще, я мало что помню из своего детства. Обычно запоминаются красочно яркие и хорошие моменты в жизни, но этот случай мне запомнился с точностью да наоборот. В общем, раньше я с родителями жил в старом, пятиэтажном многоквартирном доме, в двухкомнатной квартире, и на мою радость у меня была собственная комната, в то время как мама с папой ютились в одной. И все бы ничего, вот только моя кровать стояла прямо у стены. Эта стена разделяла нашу квартиру и квартиру соседей. И именно из-за этого по ночам мне было очень тяжело заснуть. Каждую ночь я слышал какие-то непонятные звуки из соседней квартиры, а точнее говоря, прямо из-за стены. Сперва звуки были не такие страшные, казалось, будто кошка обои дерет, либо кто-то пытается раскорябать стену и пробраться прямо в мою комнату. Сперва ничего об этом я не рассказывал своим родителям, а скорее даже под утро все это забывал и не придавал этому большого значения. Вы подумаете, да мало ли что может быть. Может и правда кошка какая, либо какой-нибудь другой питомец себе покоя не находит, все же бывает. А может, это был даже ремонт. Хотя, кто будет делать ремонт по ночам? И со временем я не обращал на эти звуки никакого внимания, а сладостно отправлялся в объятия Морфея. Возможно, все бы так и продолжалось. Но поверьте, тогда я бы не стал рассказывать эту историю здесь. Получилось так, что из-за работы меня оставили родители одного ночевать дома. И это, кстати, был первый раз, когда я оставался один. Сейчас-то я понимаю, что глупое решение оставлять пятилетнего ребенка дома до одного, а еще и на ночь. Но тогда были такие времена, что тяжело было с работой и с деньгами. Мама с папой крутились как могли, чтобы прокормить семью. Поэтому на ночные смены соглашались даже семьи, обремененные ребенком. И вот, помню как сейчас, лежу я, значит, на кровати, а внутри как-то неспокойно. Наверное, это из-за того, что родители в ночную смену ушли, подумал я. И вот лежал в полной тишине и прислушивался. Но на этот раз из-за стены доносились совсем другие звуки. Это были вовсе непривычные для меня царапания обоев. На этот раз я слышал плач. Это был какой-то детский плач, а точнее даже истерика. И он даже не собирался заканчиваться. Меня, как пятилетнего ребенка, это до ужаса пугало. Но я ничего не мог поделать. Лежал под одеялом и трясся. После завывания закончились, и начались привычные царапания стены. Мой маленький мозг никак не мог догадаться, что же там происходит. Я прильнул к стене, прямо к тому месту, откуда лучше всего были слышны эти звуки, и постучал по стенке 3 раза. Может, подумают, что это взрослые, и успокоятся. На мое удивление, царапанье тут же прекратилось, а после небольшой паузы кто-то 3 раза постучал мне в ответ. Я аж от стены отпрыгнул от такой внезапности, но после собрал всю свою волю, свою смелость в кулак, подошел и ударил еще 2 раза. И да, в ответ я также услышал 2 удара. Может, там кто-то сидит, какой-то ребенок, которого жестоко избивают, и он все пытается выбраться. А может, он сам виноват, потому что плохо себя вел, думал я своим маленьким детским мозгом. В общем, взаимные стуки продолжались еще около получаса, а после вернулся мой отец. У него получилось пораньше отпроситься со смены, так как я остался дома совсем один. И это было хорошей причиной свалить с работы. Конечно же, он зашел в мою комнату
и с удивлением, почему я до сих пор не сплю, начал укладывать меня в кровать. На все мои заявления он отмахивался и говорил, мол, не неси чепухи, ерунда все это. Какие там могут быть звуки, спят все. И правда, больше никаких звуков не было. В кровати я пролежал еще около 20 минут с открытыми глазами, после чего попробовал снова постучать в стенку. Вот только в ответ я ничего не услышал. Лишь лишний раз получил нагоняй от отца за то, что еще не сплю и продолжаю шуметь. Я долго лежал и думал, что же это все-таки происходит за этой несчастной стеной. Может и правда там творится какой-то криминал, а отец не хочет мне верить. С этими мыслями я и заснул. Рассказав наутро обо всем маме, она тоже не поверила, а лишь покачала головой и сказала, что такого просто не может быть. Я был мелким ребенком и еще не умел правильно доносить аргументы, а переспорить взрослого было чем-то на грани фантастики. Днем, сколько я не бил по стене, ничего так и не происходило. Но вот, когда было уже пора ложиться спать, я решил все-таки ударить пару раз. А вдруг это только ночью работает? И да, я был прав. Услышал 3 удара в ответ, после чего приложил ухо к стене, прямо в том же самом месте. И тихонько спросил: «Привет, ты кто?» На что услышал 3 удара где-то примерно в метре от меня. Прильнув туда ухом, я прислушался, но услышал вовсе не имя того самого подозрительного объекта. Услышал лишь жалобный детский голосок. «Помогите мне!» – молил он о помощи, после чего мне стало реально страшно. Но не успел я опомниться и придумать следующий вопрос, как за стеной раздался какой-то невероятный грохот. В тот же миг мой отец влетел в комнату с вытаращенными глазами. «Чем ты тут гремишь?» – грозно спросил он. Но всем моим объяснениям и оправданиям он не верил. Слава богу, в комнате не было ничего сломано, и папа быстро успокоился. Приказав мне ложиться спать, захлопнул за собой дверь. В эту ночь я больше не слышал ни звука из этой злосчастной соседской квартиры. Почему же родители не хотят мне верить, что я говорю не так? Ну ладно, я им точно докажу. Но проходили дни, проходили недели, а звуков больше никаких не было. Никаких детских голосов, никаких ударов по стене в ответ, ничего. После того жуткого грохота будто бы все прекратилось. Больше никто не ковырял мою стену, будто бы в попытках добраться до меня. К слову, прожили мы в этом доме еще где-то месяц или 2, после чего переехали в другой город. Я вырос и, к слову, живу отдельно от родителей. Я бы и не вспомнил эту историю, но вот недавно по работе пришлось приехать в тот самый город, в котором я жил в глубоком детстве, в той самой 5-этажке. И вот, проходя мимо, я решил зайти в свой старый двор. Так сказать, вспомнить детство. Сел на лавочку напротив и стал путешествовать взглядом по окнам 4-го этажа. Будто бы с моего детства ничего не изменилось. Я сразу узнал окно моей комнаты. Но вот, что меня жутко пугало, это то, что она была крайней, угловой, и никаких соседей там в помине не было.